Всем привет! Вы на канале Toy House, и сегодня мы с вами откроем огромную просто кучу машинок, не простых, а полицейских машинок от компании Технопарк. Здесь в основном, ребята, новиночки, плюс ко всему, в этом видео будет обязательно розыгрыш, о котором я расскажу немножечко позже. В общем-то, посмотрите, какая куча даже не вмещается в объектив. Вот так вот сейчас попробую сделать. В общем, вот они, красавцы. В основном здесь все представлены новиночки, которых у меня не было на обзоре. Поэтому могут присоединиться кто? Правильно, мои полицейские друзья. Для вас привезли, ребят, тачки. Ну скажи что-нибудь. Всем привет, ребята! Будем смотреть клевые тачки, да? Конечно, будем. Ну что ж, а вот второй. Здорово. Здорово. Эй, фокус пропал. О, здорово, ребят. Помнишь меня? Влепи лайк. А если меня, то 2. Короче, ладно. Поставим их куда-нибудь в сторону, будут оценивать наши автомобили. Их даже не видно. Ох, какая большая гора. Куда вас ставить-то? Даже не знаю. Ну, поставлю пока вот здесь вот. О, видать. Видать? Вот, в углу. Видишь? Ну что ж. Ого, вот это, представляете? Да? Это практически для них, грубо говоря, пятиэтажный дом из автомобилей здесь стоит. Вот. А если их собрать, то это будет целый небоскреб. В общем, куча машинок. И, кстати говоря, давайте сделаем так, сразу же, в начале прям видоса. Если под этим видео наберется 2000 лайков, да, 2000 лайков, то я сниму продолжение данного видео, то есть сниму вторую часть про полицейские автомобили. Как тебе такая идея? Давай, ставь лайк, ну и можешь там написать комментарий. Все, погнали. И первый у нас автомобиль вот здесь стоит, это Chevrolet. Не, правильно, Chevrolet все-таки будет. Вот такой вот у него значок идет. И по стоимости я расскажу. Ну, в принципе, стоимость, давайте среднюю сразу вам скажу. Стоимость средняя. Ладно, чуть позже. Все, погнали. Это Chevrolet Tahoe у нас. Открываем мощный автомобиль. Кстати говоря, я недавно встретил, я думал, вот я езжу, да, и думал, как бы, что, ну, полицейские там Лады, да, Гранты, ну, там Фокусы, ну, Тойоты бывают, да. А это я увидел Kia Sorento, полицейский автомобиль. Я был в шоке вообще, кстати говоря. Что-то я заговорился с этим, кстати говоря. Надо убирать это слово, а то будет все видео из «кстати говоря». Можете посчитать, сколько раз я сказал «кстати говоря» к концу видео, да? И потом, в общем, напишите комментарий ради прикола, просто ради интереса. Итак, ДПСный автомобиль. Здесь у нас новая вот такая вот. Я, в принципе, все раскрутил уже модельки, но вот где вот здесь новая фишка, не стал трогать, потому что вот для вашего удобства, видите, как сделано. Вот это мне нравится тематика. Не надо ни отвертку мучиться, ничего. Вот он, Chevrolet Tahoe. Мощный, прикольный автомобиль. Посмотрите, какая оптика. Ух ты, он на номерах у нас. И на серьезных-то таких. 3 семерочки у нас. Или 0777. По-моему, 0777. Значок Chevrolet присутствует. Здесь у нас не светомузыкальная модель. Даже нет заглушки. Сразу снизу покажу. Chevrolet Tahoe. В общем, Технопарк. Ну, раскручивается модель 2 крестовыми отверточками. Нет, 2. Не надо 2 крестовыми отверточками. Одной крестовой отверточкой 2 винтика здесь находится. Уже все, попутал. Всего лишь 4 минуты прошло видео, а я уже запутался. Итак, сзади у нас также есть номера. Номера — это очень круто, что сделали. Многие их сами делают, и я тоже делаю. И, в принципе, рассказывал, как и что сделать. Но можно купить вот такие из фототравления. Видите, они прям металлические. И приклеить. По поводу номеров можете найти на моем втором канале, есть видео. Так, багажник. Да, круто открывается багажник. Очень классно. 7-местный, наверное, или 8-местный салон у данного автомобиля. Двери с рамками. Пороги, я не знаю, здесь окрашены или нет. Автомобиль у нас в серебристом цвете, соответственно. Салон сделан, кстати, очень даже зачетно. Очень-очень. Мигалочка правильно на крыше. Правда, на люке приделано. И вот я тоже недавно встречал видос про полицейскую машину. иномарку, и у нее панорамная крыша, и мигалка также стоит прям на панорамной крыше, но получается вот на этих рейлингах.
Ну, в общем, такое исполнение, по сути, имеет место быть. С этой стороны салон. Ну, не на люке, а именно на рейлинге. Если бы дотянули, было бы клево. Резиновая покрышка на колесах, имитация литого диска. Ну, потрясающий автомобиль. Как вам, ребята? Ребята в шоке стоят. Ставим сюда. И, наверное, не видать, да, будет? Вот так вот. Так вот видно будет же, наверное. Сейчас еще раз. Чуть-чуть подвину вот так вот. Вот. В принципе, все клево. Видите, какая тачка? Infiniti QX70. Это вообще лакшери автомобиль для полицейских. Я не представляю вообще, чтобы они ездили на таких автомобилях. Вот здесь у нас что? Посмотрите, серия идет. По-моему, это у нас... Это Land Cruiser, да. А здесь у нас... какой-то спорткар. Просто полиция написано. Тоже ДПСный. Мощный. Заряженный, так сказать, автомобиль. Здесь уже у нас на резиночках идет крепление. Вот так вот достаем. Это, по-моему, Camaro, да. Это, ребят, Chevrolet Camaro. Вот такое вот исполнение. Из металла модель сделана. Не открываются здесь двери, ничего. Мигалочка правильная на крыше, но такая мощная, большая. И, кстати, модель очень-очень легкая. На задней части у нас оптика просто покрашена почему-то в синий цвет, но как и есть. DC1347. DC это дежурная часть. А вот либо это номер телефона, либо это номер дежурной части, я не знаю. Резиновая покрышка на колесе, имитация литого диска. С этой стороны у нас должна быть музыкальная, но это у меня просто заглушечка стоит и все. Сделано в Китае. Не написано, что это технопарк, но в коробке от технопарка идет. Ну, гоняет. Ладно, ставим сюда. Опять к полицейским. Потом вы выберете, какая модель вам больше всех зашла и больше всех понравилась. Поехали. Открываем дальше. Здесь у нас как раз таки спрятался, как думаете, какой автомобиль? Вот такой вот. Да, это Land Cruiser Prado, и это у нас ДПСный автомобиль. Вот здесь прям написано. Открываем. Достаем этого красавца. По-любому такие есть. Здесь опять-таки новое крепление у нас. Откручиваем эту штуку. Потом можно устроить голосовашку и какой автомобиль поставить, например, моим полицейским друзьям, поставить какой автомобиль им дать на пост. Ты впервые на канале, не знаешь, что у меня есть пост? Вот такой вот пост ДПС, они работают, да. Я же строю макет, это же не просто так, ты видишь, дорога здесь идет. Многие просят показать макет, но есть видео как бы уже с ним. Ну, как-нибудь тоже сниму. Вот пост, и они на нем работают. Ловят, так сказать, злодеев. И даже есть 2 мультфильма про них. Но мультики снимаются, если на них набирается 100 тысяч просмотров. Вот на одном пока что-то там зависло 30, и поэтому 3-й мультик пока не выходит. Так что, если что, посмотрите, наберите мультик. Мультик «То и хаос», наверное, высветится. Или мультик про полицейских. Что-нибудь такое должно быть. Можете на канале поискать. Итак, это у нас музыкальная будет модель. Убираем сразу заглушку для батареек. И здесь у нас просто надпись Land Cruiser Prado в синем цвете. Такой сразу. Зачем номера? Мы ездим на... Ну, чтобы мы были узнаваемые, да? ДПС у нас на капоте написано, мигалочка правильная, но опять стоит таки неправильно. Зеркала, кстати, и двери, зеркала, вернее, сделаны вместе с дверями, а двери здесь открываются без рамок. Салон. Ну, неплохой салон, кстати. Если честно, раньше у технопарка было похуже, сейчас вот прям некоторые модели прям уже выходят на модели. КамАЗ я недавно снимал, здесь багажник, что у нас? Багажник не открывается. Снизу вот столько прям надписей, даже есть масштаб 1.40. Кстати, масштаб здесь не 1.43. Я данные модели поэтому и не собираю в свою коллекцию, показываю чисто вам. Кто-то собирает чистый технопарк, но они как бы масштабы отличаются. Поэтому вот если бы они стали делать, так сказать, модели в 43-м масштабе, наверняка. Хотя я вам вру, ребята. 2 модели у меня есть в коллекции. Это я оставил Аурус, который недавно снимал, и Зил. Точно. Наврал вам. В общем, некоторые модели попадают прям в масштаб, поэтому остается. Заговорился прям вообще. Итак, здесь у нас что-то ту-ду-ду, много прям слов по-английски.
Тут у нас что-то... Ну, в общем, отсек для батареек есть. И давайте нажмем. Я думаю, что на таком автомобиле никто никуда не поедет. А вот так вот будут говорить. Получается, только светятся передние фары. И 3 звука. Ну, клево. Клево. Отставляем, значит, это... Ну, вот сюда поставим. И поехали вот здесь. Здесь у нас Volvo. Тоже классный автомобиль. Вообще вот сделан, кстати, великолепно. Я же открывал его, смотрел и фоткал, по-моему, на превьюшку. Я не знаю, его поставил или нет, но он красивый. Реально красивый. И вот мне как бы прям вообще понравился, честно. Очень необычно. Посмотрите, как четко все сделано. Вот он, скорее всего, в масштабе 1.43. Сейчас. Здесь такая же крутилочка, барашечек у нас. Откручиваем его. И снимаем. И, в общем, не выкидываем, а кладем в сторону. Кстати, фон практически у всех вот такой вот одинаковый. Я его уже показывал 100 раз, поэтому в этом видео не показываю. Итак, должен быть светомузыкальный. Здесь нет. Volvo X60 2019 года. Сделано в Китае. Технопарк. Модель у нас с инерционным механизмом. Ну, в принципе, если я не говорю, то они все идут с инерционным механизмом. Ну, или фрикционный, в общем, вот так вот. Отводим назад, модель едет у нас, да. Передняя часть, посмотрите, какая красивая, четко. Значок Volvo присутствует. XS60, да, надпись ДПС. Да, мигалка стоит у нас на люке. Вот эти вот части, крепежи, их надо сместить вот сюда на края. И тогда прям будет все четко, прям будет здорово. То есть вот это вот крепление надо переместить сюда. И все. Никаких особых проблем нет, но это я говорю для производителей, так сказать. Открываем двери. Пороги не окрашены. Но, опять-таки, пороги почему не окрашиваются? Потому что модель красится в сборе. Поэтому они не окрашены. Некоторые, наверное, красятся отдельно. Здесь вот так. Салон. Посмотрите, там даже мультимедиа стоит. Прям он блестит, как будто настоящий экран. Клево, клево, клево. Нормальное исполнение. Сделано классно. Оптика у нас везде пластиковая. И багажник здесь, по-моему, можно открыть. Да, вот такой вот багажник. А номерочек-то... Номерочек уже слетел чуть-чуть. Класс. Вот эта модель мне прям зашла. Ну, в общем, лакшери. Вы посмотрите, какой шикарный автопарк. Кстати, если по поводу розыгрыша я решил то, что там с лайками вот это в прошлом видео не получилось у вас, да, собрать. Давайте сделаем так. Если до конца мая 2023 года на канале наберется 505 подписчиков, то я устрою розыгрыш и разыграю все эти модели. Вот сколько здесь моделей будет сегодня, столько будет разных победителей. Для того, чтобы принять участие, надо, конечно же, быть подписанным на канал, быть... Не быть, а написать комментарий, как я выберу победителя. Можете писать кучу комментариев, можете один писать, кому как хочется, да. Но с помощью специальной программы я точно увижу, там видно, подписчиков или нет. И плюс ко всему, что еще? Поделиться этим видео со своими друзьями. Ну и все, ну в своих соцсетях, там можете там в группе ВК в своей, там, да где угодно, там в Вайбере, в Одноклассниках, в общем. Ну, надо где-то поделиться этим видео, чтобы больше было как бы ваших друзей, приходило на канал, подписывалось, ну и тогда наверняка устроим розыгрыш. Давайте, 505 подписчиков, там осталось что-то совсем немножко, да, сколько там сейчас у меня, 491, по-моему, в общем, давайте, дерзайте, и все, и устраиваем розыгрыш. Ну а 2000 лайков набираем, я снимаю вторую часть про эти модели. Короче, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео. В общем, делайте все, следите, да, за видосом, за каналом. 505 набралось до конца мая, заходите. Кстати, розыгрыши на втором канале я провожу, Toy House Life называется, туда тоже подпишитесь. Вот заходите туда и смотрите. Если вы выиграли, например, то свяжитесь со мной, либо я с вами свяжусь. Ну, я вам все объясню, короче, видео, когда будет розыгрыш. Все, наговорил кучу всего, да, болтовни сегодня. Ну, такое болтливое видео, а то мне пишут, ну, что ты молчишь, что ты без слов, да, там некоторые ролики я без слов снимаю.
Ну, мне нравится тоже такой формат. Многим тоже такой нравится, поэтому многим нравится, когда болтаю. В общем, все, поехали. Взял, обидел полицейских. Эх, ребята, извините, вот тебе Таха даю, а тебе давай Прадик. Как ты смотришь на это? Прадик, это вообще шикардос. Я всех буду тормозить. Ладно, ты не заморачивайся пока. Может, и не будет у тебя Прадика. Будь поспокойней, поприличней. И все-таки на тебя смотрят люди. В общем, что попало, да? Понеслось. Так, ладно. Здесь что-то я не открыл. Infiniti, ребят. Infiniti Luxury автомобиль. Ну, когда-то был. Это, по сути, Infiniti это премиальная марка, по-моему, Nissan считается. Если Lexus это премиальная марка Toyota, вроде, если я не ошибаюсь, да? А Infiniti премиальная марка Nissan. Было, по крайней мере, так. Могу ошибаться. Оп. Это, знаете, что выпало? Это выпало крепление вот это. И здесь, кстати, картинка даже другая. Ну, конечно, ты же лакшери автомобиль. Вот он. 102. Бам! Убираем. Короче. Ну, лакшери, ну, уже устарелый дизайн, если честно, да? Раньше, может быть, когда-то было классно, то сейчас какой-то как обмылок, если честно, выглядит. Ну, я не хочу обидеть, это сугубо мое мнение, как бы кому-то может нравиться, кому-то нет. Инерционный механизм. Вообще очень вроде надежные автомобили были. Открываем багажничек. Багажник маленький, небольшой. Но открывается. Здесь открываем дверки. Салон нормал сделан. И пороги, видите, здесь в белом цвете. Это, кстати, не белый цвет. Это, наверное, может, огрунтованная модель перед покраской. Но здесь салончик слабоватый, честно. Но здесь зато есть цвет и, наверное, звук. Здесь у нас... Ну, да-да-да. Вот смотрите, здесь прям написано. Все я правильно сказал. By Nissan Motor. Видите? То есть это, да, премиальная марка Nissan читалась. Что? Простите, я не услышал. Водитель. Это я услышал. Фары здесь гореть не будут, наверное, потому что севшие, ребята, батарейки. Звуки такие же. Потрясающе, да? Срочно прибыть по указанному адресу. Да, угар, конечно. Но батареечки сели, просто замените, и все будет тип-топ. Осталось 4 модельки. Вы видите, здесь есть эвакуатор у меня, есть Ford Suzuki. Кстати, Suzuki вы не видите. Ну, давайте с Suzuki мы начнем. Suzuki Jimny. Представляете, полицейские сделали вот такой вот клевый, интересный автомобиль. Не знаю, в жизни вообще он может быть, стоять на балансе у полиции, потому что, ну, там Ларгусы какие-то, ну, там даже, да, как я говорю, ну, короче, разные стоят. А вот именно вот Jimny может, интересно, быть у полиции. Мне кажется, что в принципе он может быть. Знаете почему? Ну, где-то, где труднодоступные, например, места. Но большая машина не проедет, джип, да, полноценно, а вот такой маленький проедет. Может быть, там и стоят. Здесь у нас вот так вот замотано все. В принципе, сейчас мы все это дело раскрутим. Наверное, может быть, когда-нибудь в следующем видео я раскручу это все. Что-то тут прям намотано. О, вот, все. Снимаем, вот так это все сделано. По красоте, да, как пишет мой один подписчик. Ну, вы поняли. Так. Тебе привет. Очень много пишешь комментариев. Ну, правда, одинаковых все время. По красоте, но вы поняли. Пиши разные. А то везде одинаковые комментарии оставляешь практически. Со светом, звуком. Она как-то, блин, вообще другая. Фары светятся. Она поднятая вообще. И здесь вот снизу очень надстройка большая. Сама по себе большая. Освободите дорогу, примите вправо. Здесь обалдеть, какой мощный динамик. Только передние, да?
опять 3 звука. Раньше, по-моему, было 4, если я не ошибаюсь. Сейчас 3. Резиновые покрышки на колесах. Очень, видите, такой нежный получается механизм. Нажатие, чуть слегка нажал и все. Прикол. Это робот у меня. Конкретный. Поняли? Как бывает. По красоте. О. Короче, это с автопилотом автомобиль. Может, там где-то должно быть в коробке, я не знаю, конечно. Но нет, в коробке ничего нету. Может, сюда положить? Нет. Но это как бы вот так вот. Кто-то вынес мне. Я, если честно, покупал все эти модели в интернет-магазине, не буду говорить в каком. Ну, вы поняли, да? И видать, ну, какой-то брак. Просто либо ее уронили, да, и запчасть выкинули. Соответственно, ну, вот прям пусто здесь нету. Но вряд ли технопарк забыл бы руль поставить, я думаю. Так, отставляем ее в сторону. Такая она прям большая посреди всей этой кучи. В основном все модели схожего масштаба, она как бы большая. И вот про Ford, который я вам говорил. Ну, Ford это классика жанра. Классика жанра. Кстати, по цене автомобилей, давайте скажу я все-таки вам. Средняя цена данных автомобилей составляет 500 рублей. Средняя, я говорю. Потому что, например, вот этот эвакуатор, он стоит, по-моему, 700 рублей. А вот эта вот машинка стоит 350. Поэтому я вот такую вам среднюю цену говорю. 500 рублей, потому что, ну, смотришь, одна и та же модель, да, одна стоит 350, другая стоит 450, такая же одинаковая. Ну и зависит, там свет, звук есть, поэтому вот ориентируйтесь на среднюю стоимость 500 рублей. Вполне нормальная, адекватная, я думаю, цена сейчас, в данный момент, это как бы нормал. Вот такой вот Ford, красивый и интересный. Я вспомнил, здесь очень крутая тачка, кстати. Очень крутая. Вам реально понравится. Вот, мне она тоже понравилась. Покажу. Но это Ford классика, как я повторюсь. Ездят они на дорогах. ДПС на них работает, на Фордах, Ford Focus. Ну, не знаю. Ну, сейчас уже, да, на Шкоду стали переходить. Но факт в том, что они очень были популярны. Что-то резинку не могу снять. Ладно, пусть с резинкой будет. Так, оптика пластиковая. Ford у нас, смотрите, там прям значок, надпись вот есть. ДПС, соответственно. Правильно, мигалка на крыше. Двери открываются. Салон, в принципе, неплохой здесь. Здесь и руль есть, в отличие от Сузуки, да. Открывается у нас багажничек. Вот такой вот маленький, небольшой. Но резинку не смог снять. Снизу модель выглядит вот так. Технопарк Ford Focus. Сделано в Китае. Классика. Классика жанра. Еще Солярисы есть, да, классика жанра. Там, кстати, не показал вам колеса. Колеса выглядят вот так вот. Толстые покрышечки резиновые и имитация литого диска. Здесь у нас спрятался эвакуатор. Эвакуатор КамАЗ. Открываем. Открываем. Оп. Вот такой вот он. Красавец. Смотрите, какой прям четкий КамАЗ у нас. Надпись на металле, не наклейка. Оптика пластиковая. Здесь у нас без света звука модель. Вот это раньше было, ребята, резинки. Теперь это все пластик. Все работает, все крутится. Пожалуйста, можно эвакуировать автомобиль. А как его? Он вниз, по-моему, не опускается. Вверху опускается, вниз. Вниз нифига не опускается, к сожалению. Только, ну, в общем, уже додумать самому. Ну, давайте мы что сюда можем поместить? Давайте какой-нибудь. Не можем. Облом. Эту не можем. Какую-то маленькую только. Мотоцикл, может, какой-нибудь даже. Либо Hot Wheels. Хотя масштаб у него как бы не маленький. Не знаю. В общем, сюда. Ну, давайте вот это попробуем. Ну, нет, не лезет. Не лезет. Что-то мелкое надо. По-моему, они продаются с комплектом, бывает, с машинками. Так, двери туго открываются. Здесь у нас синие мигалочки. Ну, здесь салон, вот, сделан, в принципе, как у многих КамАЗов таких я снимал. И как они
контейнеровозы, по-моему, снимал. И пожарные снимал. В общем, надписи полиция у нас идут. Оптика сзади пластиковая. Площадочка большая. Ну, в целом переделать можно. Можно вот это снять, убрать. Будет у вас эвакуатор немножко другой, например, на цепях. Не такой, а там лебедку какую-нибудь сюда поставить можно. Ну, что-то доделать самому можно. Резиновые покрышки на колесах. Здесь у нас тоже инерционный механизм, так сказать, присутствует. Ну, все. И вот это, ребята, вообще классная тачка. На самом деле очень интересная. Советую к приобретению. У меня когда-то давным-давно я на канале тоже снимал видос про почтовый фургон. Может быть, вы помните. По-моему, его много посмотрело людей, потому что это было, по крайней мере, необычно. И вот этот автомобиль, кстати, вот здесь другой у нас указан. Здесь другой. И это уже у нас вот такой вот полицейский, ребят, Мерседес. Вау! Это просто восторг. Вы посмотрите, как сделана передняя часть. Прям с сеткой. Такой вот, я не знаю, автозак, не автозак, как его назвать-то правильно. Для спецназа какого-то. Здесь двери закрываются. Двери тонированные идут. Он такой прям весь мощный, как будто бы бронированный. Тут у нас какие-то ящики, не ящики, не знаю. Ну-ка, давайте-ка попробуем вот так вот. Чуть-чуть подсветить. Сиденья и ящики, наверное, с оружием стоят. Похож на инкассаторский, да, грузовик, но тем не менее это у нас полицейский. И двери вот эти у нас пластиковые, закрываются прям все так четко. Вот эта дверь открывается. Тут есть переход к водителю. Резиновая покрышка на колесах. В общем, вообще классно. Здесь типа имитация синих мигалок. Но это Мерседес без названия Мерседес. Дворники, я думал, дворники так сделаны, как будто из-под травления. На самом деле они просто на стекле. Но вот за счет вот этой черной сетки, да, они как-то смотрятся по-другому. Или они вообще внутри идут. Нет, они здесь идут на стекле. Место водителя. Тоже здесь все клево. Синяя мигалка на крыше. Классный. Вот это мне нравится. Прям четкий автомобиль. В общем-то, вот такая вот у нас сегодня серия, ребята. Вот такие классные тачки. Мне, не знаю, мне многие понравились. Пишите комментарии, какие понравились именно вам. Ну, мне кажется, не знаю, вот этот вот самый топовый, по крайней мере. Ну, мне так кажется. В общем, все. С вас, ребят, лайкос, с меня видос. Всем пока, участвуйте в розыгрыше, все условия рассказал. Пересмотрите еще раз внимательно, все поймете. И обязательно жду вас на втором канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить результаты розыгрыша. Все, всем пока. И всем, конечно же, что? Добра.